Золотая Орда была основана в 1242 году после западного похода монголов под предводительством хана Батыя, внука Чингисхана. Формально Орда входила в состав Монгольской империи, но уже при хане Берке стала полностью независимой. Ее земли простирались от Иртыша до Дуная. В 1312 году хан Узбек сделал ислам государственной религией, что привело к культурному расцвету и укреплению власти. Однако в середине XIV века начался распад. Империя раскололась на Сибирское, Казанское, Крымское, Астраханское ханство. Ногайская Орда и Казахское ханство также отделились. В итоге остатки Великой Орды были добиты Крымским ханством в 1502 году. В общем-то, я решил начать с Крымского ханства и сразу же взять кредит на наемников татаров и напасть на Великую Орду, чтобы забрать территорию. Кстати, у Орд есть такой интересный вариант войны в Universalis Remastered, то что экспансия Орды вы можете брать и без претензий вообще любые земли. Хоть можете на Рим пойти и забрать. Вот это вот самый прикол. То есть, что у Орды, Великой Орды, это то бишь остатки, судя по всему, в Универсалисе, которое добило Крымское ханство как раз таки. И Крымское ханство могут так делать. Ну и Казанское. Наверное. Ну да ладно, в общем-то, я решил забрать всю вот эту вот нижнюю часть, потому что мне было нужно, так сказать, сравняться по размеру с Московским княжеством, чтобы у меня было больше солдат, и чтобы после этого я смог напасть на Генуэю и забрать 3 провинции свои, потому что из-за них я терял престиж очень сильно. Да, в общем-то. Также у Орды очень хорошие бонусы, если ее сформировать. То есть там к осаде бонусы, Manpower Recovery, еще что-то к армии. Короче, вообще имба бонусы у нее. В общем-то, насчет карт, которые я показал в начале. Вы, как видите, они отличаются очень сильно. Дело в том, что картографы того времени записывали в основном только центры торговые. А Золотая Орда довольно давно существовала, и поэтому ее границы такие спорные. То есть в этом видео я сформировал полностью, забрал все исторические границы Золотой Орды, но не забрал Трансаксонию, потому что ей Золотая Орда никогда не владела. Исторически. Да и мне лень было. Я вообще не шарю за мусульманский мир, почти максимум что-то про османов могу рассказать или про мамилюков. А про остальной османский мир нет. Это не ко мне. Это, наверное, кто-то другой из ютуберов специфицируется, может быть, на Западе, а больше по Европе. В общем-то, я объявил револвар на Молдову, забрал у нее все. Потом вкачал все свои бонусы. Да, не скудные, но хоть что-то. Кстати, ролик про Иерусалим выйдет на новой версии Универсалиса. И я вот только встал, и у меня вопрос такой возник. Вот, то есть я зашел только на YouTube, и у меня тут высвечивается голосование. То, что можно сделать Рим в Универсалис. Прошло 7 дней, откуда ему пришла эта идея сделать Рим? Все с моего ролика Ладно, не буду разбавлять этой хуйней ролик. Нахуй я кому-то нужен вообще, чтобы меня копировать? Так, я напал на Теодора, решил забрать этот регион, так как там горы, но немножко проебался, и пришлось взять еще один долг на наемников. Пришлось бы брать. В общем-то, после этого я планировал экспансию в Киргизию, чтобы обезопаситься от османов. Типа, с одной стороны, они потеряют пару тысяч солдат, если перейдут, потому что у них нету границ. А с другой стороны, если они через Киргизию попытаются, у меня будут холмы, которые дают очень большой буст к защите, то есть 25%. И Грузия довольно, точнее, Кавказ, это довольно хорошие позиции для обороны. Если туда еще поставите замок, как у Венеции, например.
И вот Грузии повезло с ее замком. Он, по-моему, на холме стоит. Не, в горах. В общем-то, быстренько добиваю Орду. По-моему, у меня союзником стал даже Осман. Я начисто забираю территорию Генуи. И чтобы не потерять весь престиж. И, кстати, до этого я еще забрал у Литвы свои территории, забыл сказать. Мне осталось одну территорию забрать, чтобы я перестал вообще терять престиж. Конвертиться начал. И тут я забыл то, что у меня налоги на максимуме. То есть у меня могли произойти восстания. Вот вы видите. Потом я вспомнил про это и понизил их. В общем-то, вот таким вот я большим стал уже, как Ногайская Орда. Поимел немного денег. У Орды знаете, в чем минус? То, что у нее экономика очень слабая. И ей нужно куда-то в Европу продвигаться, а не на восток. У нее пиздец экономика слабая, я вам скажу. И качать ее сложно, потому что... Не знаю, как это описать, но у нее геймплей такой-то, что экономику сложно качать. Я не знаю. Мне на Орде как-то не особо играется. Вот на Турцию еще можно вкачать экономику, да, а на Орде совсем другое. Тебе нужно постоянно армию держать, потому что либо тебя захватит Персия, либо тебя захватит Московское княжество, либо Литва. Это, скорее всего, только если за Крымское ханство делать Золотую Орду, у вас такая херня будет. А за обычную Орду нет. Там будет нормально, можно вкачать. В общем-то, я решил ускорить 3 раза эту часть ролика, чтобы не затягивать. Потому что здесь я с Ишкой борюсь и так далее. А вам не интересно будет. Наверное. Потом я решил объявить войну. Нет, точнее, помочь Литовскому княжеству или же Речи Посполитой уже. И забрать территорию Ногайского ханства. Спойлер, мы победили Московское княжество. И разделили его на множество провинций. Чтобы оно больше не мешалось. Да. Потом в итоге в Россию вторгнулась... Ладно, не буду говорить, кто вторгнулся. Чтоб интрига была такая, знаете. Я решил не расширяться на Кавказ. Потому что там все православные, у меня были бы восстания. Поэтому я решил чисто сделать Rival War на Джару. И залиться с этим, с Тимирудом. Или же Персией. Кстати, Тимируд хорошо играет, но он не знает, походу, как формировать Персию. И вот Орда. Собственно. Вы видели бонусы там какие, они прям сочные. И Тимирут меня попросил продать ему пару территорий. Но мне-то зачем территория в Транссаксонии? Транссаксонии, правильно? Практически. Я потом у него их выкупил. Я решил заняться корингом, потому что нестабильность, все такое, бла-бла-бла. И напасть на Грузию. Чтобы сделать границу с Османом. Так у нас союз. И так же, как я говорил, наоборот, столицу я не стал переносить. Я решил отжать часть территории в районе Москвы, Московского княжества, а потом уже взять пермские территории, потому что мне лучше было бы захватить сначала самую развитую часть Московского княжества, а потом уже пойти на территорию Перми. Потому что и так будет одинаковый буст к восстаниям. И мне охота хотя бы бороться было бы с восстаниями именно за регионы те, у которых хорошая экономика. В целом-то. Ну и да. Что бы еще можно было бы вам сказать?
Вообще о Золотой Орде мало что известно, поэтому извиняйте, что без каких-либо вставок и так далее. Но следующий ролик про Орден Госпитальеров, а вернее про Королевство Иерусалим, вас не разочарует. Да. Могу разве что таймлапсик сделать битву и все. Я, кстати, на Балканы решил продвинуться немного, да. Ну и все. Вот я забрал территории Перми. Кстати, я, возможно, сделаю Россию за Ачинцы. Я забыл, как они называются. Которые фиолетовые там в углу карты. Честно, обновление в Универсалис меня разочаровало. Очень сильно. Я ожидал большего. То, что у игроков вся дипломатия будет строиться теперь на настроении, а в итоге настроение только влияет на отношения с NPC. Или же с ИИшкой. Да, обновление с поддержкой мобильных устройств хорошее довольно. Но и все. Как бы это нелогично, то, что игрок, например, на Орде заключает союз с Англией той же. Ну, блядь, не могли нормальную обнову сделать? Да. Кстати, ролик, возможно, про Иерусалим может не выйти, потому что меня могут забанить, так как в игре там модеры сейчас сидят. Я вообще не понимаю смысла обновления дипломатической аннексации. Типа, почему игрокам... Нет, игрокам-то добавили это. Но как это работает, если не показываются отношения со страной? Будет странно, если чел... Если чела тупо завассалят, чел зайдет, он просит его завассалить, и у них будет настроение плохое. И Франция, например, присоединит к себе, не знаю, Вестфалию. Это очень странно. И как это работает вообще? Корки нужны, не нужны? Короче, дырявая система. Как по мне. Ну а также я продолжаю свою экспансию в Европу. Да. Кстати, в Beat the King скоро обновление выйдет. Пока что не рассказывают подробности, что это за обновление, но, судя по картинке, очень хорошее. Поэтому ждем. Также я немножко от османов огреб. От ИИшки, не удивляйтесь, у Орды настолько плохо все с экономикой. И поэтому вот так вот бывает. Грубо говоря, это больше лайтовый ролик такой. На 15 минут. Я думаю, вам не интересно будет сказать, как я за одну провинцию пишусь. И в итоге въебал. Но по факту-то я забрал эту территорию и все. Орда сформированная, не стал две провинции у Венгрии брать, потому что не факт, что Золотая Орда ими владела вообще, да и во-вторых, меня бы Австрия со своими союзниками бы снесла. Ну что ж, теперь перейдем к итогам. Я сформировал Орду полностью, обзавелся союзниками на востоке, Тимирудами. Грубо говоря, раскола больше не будет Орды. Все восстания в умеренном, так сказать, состоянии находятся. Ну а всем спасибо за просмотр. Как всегда, удачи вам и до новых встреч на ролике про Иерусалим. Счастливо!